Уберите с Земли все автомобили. Человечество переживет. Уберите самолеты, интернет, атомную энергию, нефть и газ. Будет тяжело, но мы справимся. А теперь уберите одно маленькое существо весом в 0,1 грамма. Через 4 года на Земле не будет еды. Через 6 не будет нас. Звучит как фантастика, но именно это говорят ученые. Самое уязвимое место человечества – не ядерное оружие, не вирусы, не астероид из космоса, а крошечная полосатая пчела. И в ноябре 2006 года с ней случилось что-то очень странное. Американский пчеловод по имени Дэвид Хакенберг привез 400 ульев из Пенсильвании во Флориду на зимовку. Он делал так каждый год, 42 года подряд. Через месяц приехал проверить, открыл первый улей и не поверил своим глазам. Подумал, что перепутал. Открыл второй, то же самое. Третий, 10-й, 100-й. Везде было пусто. То, что он увидел в тот день, потом назовут величайшей биологической загадкой нашего века. 40 миллионов пчел исчезли за месяц без следа. Мертвых тел не было, мед в сотах оставался нетронутым, личинки и матки сидели на своих местах. Пропали только те, кто вылетал за нектаром. Будто утром улетели на работу и не вернулись домой. Куда они улетели? И что происходит сейчас с самым важным существом на планете? Чтобы понять, нужно сначала узнать, кто такая пчела на самом деле. Когда мы слышим слово «пчела», то представляем одну и ту же картинку. Полосатое, желто-черное насекомое над цветами. На самом деле это только одна из них. На Земле живет 20 тысяч видов пчел, и та полосатая, которую мы знаем с детства, медоносная, самая известная из всех. О ней пойдет основной разговор, но прежде несколько вещей, которые удивляют даже ученых. Первое. Эти крошечные существа живут на Земле уже 100 миллионов лет. Когда они появились, по нашей планете еще ходили динозавры. Они старше нашего человеческого рода в сотни раз. Когда наши далекие предки только спустились с деревьев, медоносные уже летали 99,5 миллионов лет. Второе. Их очень много. По всему миру сейчас больше 100 миллионов пчелиных семей. Это только тех, которых разводят люди, плюс примерно столько же диких. И в каждой семье десятки тысяч жителей. Если посчитать всех пчел на планете, получится цифра, которую даже трудно себе представить. Теперь о нашей героине. Обычной медоносной пчеле, той самой, что летает над цветами у вашего дома. Размер 1,5 сантиметра, вес 120 миллиграммов, как капля воды. Положите ее на ноготь большого пальца, она там поместится и почти ничего не будет весить. И вот это крошечное существо устроено так, что инженерам есть чему поучиться. И самое необыкновенное в ней – то, как она видит мир. Помните, как выглядит обычный желтый одуванчик? Просто желтый цветок, больше ничего. А теперь представьте, что вы смотрите на тот же одуванчик глазами пчелы и видите на нем яркие темные полосы и пятна, узор которого для нас вообще не существует. Стрелки, ведущие прямо к центру цветка, к нектару. Как разметка на дороге, нарисованная специально для нее. И это на каждом цветке, на каждой ромашке, на каждом подсолнухе. Целая невидимая система указателей, которую цветы за миллионы лет научились рисовать для пчел. Мы ее не видим, потому что наши глаза не способны улавливать ультрафиолетовый свет, а у пчелы зрение устроено иначе. Она видит этот цвет так же ясно, как мы видим красный или синий. Получается, что цветы и пчелы за миллионы лет договорились. Цветы рисуют для них тайные указатели, а пчелы за это переносят пыльцу с одного цветка на другой. Тайные узоры, которые видят только пчелы. Мы научились видеть их недавно, с помощью специальных камер. И еще одна интересная вещь. Помните, как иногда волосы прилипают к лицу, когда снимаете свитер? У пчелы то же самое. В полете ее тело электризуется, и когда она подлетает к цветку, пыльца буквально притягивается к ней, прыгая на ворсинке сама. Часть этой пыльцы остается на следующем цветке. Так пчелы и опыляют растения.
а остальное ощущается в специальной корзиночке на задних ножках, где смачивается капля нектара и прессуется в маленькие желтые шарики. Это ее груз. И последнее, что нужно знать о пчеле – ее жало. Все его боятся, и зря. У самцов трутней жала вообще нет. Жалят только самки, и здесь природа сделала странную вещь. У рабочей пчелы жало с зазубринами, как маленький крючок. Она жалит, оно застревает в коже, и когда пчела пытается улететь, жало отрывается вместе с куском ее брюшка. После этого она умирает. Получается, что когда рабочая пчела защищается, она платит за это своей жизнью. Поэтому пчелы не жалят просто так, а только тогда, когда другого выхода нет. А у матки жало гладкое, она может жалить много раз и при этом жить, но почти никогда этого не делает, только когда нужно убить другую матку. Других случаев в ее жизни не бывает. Вот такая получается пчела. Маленькое чудо инженерии, выточенное природой за 100 миллионов лет. Но одна пчела в природе долго не проживет. Настоящая пчела начинается там, где их 60 тысяч. Представьте, что вы заглядываете внутрь обычного улья. Снаружи это деревянный ящик размером чуть больше коробки от телевизора, а внутри целый город. 60 тысяч жителей, население небольшого районного центра, и все они живут вместе. Работают, едят, рождаются и умирают в одном этом ящике. В этом городе есть все, что положено. Склады, где хранится мед и пыльца на зиму. Детские, с отдельными ячейками, где растут малыши. Охрана у входа. Строители, что возводят новые соты. Няньки, кормящие детей. И разведчицы, ищущие цветущие поля. Все работает четко, как часы. А теперь главный вопрос. Кто всем этим управляет? В человеческом городе есть мэр, начальники, бригадиры. Кто-то сверху раздает приказы, а в улье нет никого. Матка приказов не отдает, менеджеров не существует, никто не учит молодую пчелу ее работе и не говорит охраннице «иди на пост». И при этом все работает безупречно. Сейчас разберемся, как это возможно. Но сначала о жителях улья. Их 3 типа. Первый – матка. Она тут одна, и она самая важная. Если она умрет, то улей погибнет за несколько недель, потому что матка – единственная мама всех остальных жителей города. Все 60 тысяч – ее дети, каждый до единого. Откладывает яйца она без остановки, в разгар лета до 2000 штук в сутки. Каждую минуту днем и ночью матка откладывает больше одного яйца. И если сложить вес всех яиц за день, получится больше, чем весит она сама. Как такое возможно, никто толком не понимает. Матка постоянно ест, рабочие пчелы ее непрерывно кормят. Живет она долго, до 5 лет. Второй тип – трутни, самцы. Их в улье несколько сотен, и тут начинается странное. Они не работают совсем, не собирают нектар, не охраняют улей, не строят соты. У них даже жала нет, они полностью беззащитные. Что же они делают? Едят. В 3 раза больше, чем рабочая пчела, и ждут своей единственной задачи – оплодотворить молодую матку, если повезет. А когда наступает осень, рабочие пчелы просто выгоняют трутней на холод, без жалости. Не потому что злые, а потому что зимой каждый кусок еды на счету, и лишние едоки погубят улей. Природа не любит лишних ртов. И третий тип – рабочие пчелы, которых больше всего. Это самки без способности размножаться, и именно они летают над цветами, строят соты, охраняют вход, делают мед, тащат на себе весь город. Живут они всего 30-40 дней, месяц жизни на работу и все. Но откуда они знают, что делать без начальника? Ответ простой и очень красивый. Каждая рабочая пчела всю жизнь меняет профессии, по возрасту. Когда пчела только что вышла из ячейки, она еще слабая, едва ходит. Старшие сестры подходят, кормят ее, дают окрепнуть, и как только она набирается сил, сразу идет работать. Но не сразу в поле. Первая работа – уборщица.
Молодая пчела лазит по ячейкам и вылизывает их изнутри, готовя к следующему поколению, ведь матка очень привередливая и не отложит яйцо в грязную ячейку. Длится это несколько дней. Потом у нее включаются особые железы, из которых выделяется молочко, корм для малышей, и она автоматически переходит на следующую работу. Теперь она нянька, кормящая маленьких личинок несколько раз в день. Это ее главная задача на целую неделю. Проходит еще несколько дней, и включаются другие железы, уже на брюшке, выделяющие воск. Снова смены работы. Теперь она строитель, лепящий из восковых чешуек новые ячейки улья и чинящий старые. Еще через несколько дней у пчелы включается яд в жале. Она становится взрослой и сильной, и тогда превращается в охранницу, стоит у входа, проверяет каждого, кто прилетает, не пускает внутрь чужих. И только в последние 2 недели жизни наша труженица наконец становится тем, кем мы ее привыкли видеть – сборщицей нектара. Это самая опасная работа. Много пчел гибнет в поле от птиц, дождя и ветра. Но природа решила мудро. Пусть это будут самые опытные, кто прожил жизнь и научился всему. Никакого начальника не нужно. Каждая пчела внутри себя несет расписание собственной жизни. Сегодня я уборщица, через неделю нянька, через 2 строитель. К концу добытчица нектара. Все запрограммировано в ней самой. И еще одна красивая мелочь о городе пчел. Помните, как выглядят соты? Идеальные шестиугольники, один к одному, без зазоров. Каждый, кто видит их, удивляется, как пчелы умудряются строить такие правильные фигуры. Они что, геометрию знают? А вот и нет. Пчелы вообще не строят шестиугольники. Они строят круги. Простые круглые трубочки из воска, одну рядом с другой. Свежий воск мягкий, как теплое масло. Круги прижимаются друг к другу и от давления превращаются в идеальные шестиугольники. Это работа физики, не геометрии. Пчелы не считают, они доверяют природе, а природа делает за них всю математику. 60 тысяч жителей, каждый знает свое дело. Никто не отдает приказов, и все работает. Но это еще не все, что они умеют. Представьте, вы рабочая пчела, первый раз вылетели за нектаром, нашли цветущее поле в 3 километрах от улья и возвращаетесь домой. Теперь надо как-то рассказать другим, куда лететь, но голоса у пчелы нет. Как ей быть? Ответ оказался таким, что в него долго не верили даже ученые. Пчелы разговаривают друг с другом. И не просто, а очень точно. Передают друг другу адрес цветущего поля лучше, чем мы по навигатору. И узнали мы об этом совсем недавно, меньше 100 лет назад, благодаря одному человеку. Звали его Карл фон Фриш, австрийский биолог, самый обычный научный сотрудник с небольшим институтом и небольшим кабинетом. Но было у него одно качество, которое в науке встречается реже, чем кажется. Он умел смотреть. Просто долго и внимательно смотреть на одно и то же, замечая то, что другие пропускают. Однажды, наблюдая за пчелами через стеклянную стенку улья, фон Фриш заметил странную вещь. Когда пчела возвращается с нектаром, она не сразу идет по своим делам, а сначала танцует на сотах. Бегает кругами, потом по прямой линии, дрожит всем телом, потом снова кругами, и вокруг нее собираются другие пчелы и смотрят. Сначала фон Фриш подумал, насекомое размяло крылышки после полета, ничего особенного. Но потом он заметил, что у каждой пчелы танец разный. Одна танцует так, другая иначе. Одна делает короткую линию, другая длинную. И в этих движениях была закономерность. И тогда он начал наблюдать всерьез. Поставил стеклянный улей прямо в лаборатории. Каждую пчелу пометил маленькой каплей цветной краски, чтобы различать их между собой. Завел огромную тетрадь и стал записывать каждое движение. Какая пчела куда полетела, сколько времени прошло, что принесла, как танцевала, что сделали другие после ее танца.
Над ним посмеивались коллеги. Серьезный ученый, а постоянно сидит в подвале и смотрит на странные движения насекомых. Да что там можно изучать? Но фон Фриш сидел. Год за годом, 20 лет подряд он наблюдал за этими танцами, записывал, проверял и перепроверял. И к концу 20 лет понял – это не просто танец, это язык. Пчелы разговаривают друг с другом через движение тела. Когда одна из них находит цветущее поле, она танцем рассказывает другим, куда лететь. Если поле близко, пчела делает простой круговой танец. Это значит: «Ребят, тут рядом, ищите сами». А если поле далеко, танец становится сложнее. Пчела бежит по прямой, виляя брюшком, потом возвращается полукругом, снова бежит по прямой. Получается фигура восьмерки. И в этой восьмерке зашифрованы 3 вещи. Направление. Прямая линия в середине показывает, куда лететь относительно Солнца. Расстояние. Чем дольше пчела виляет, тем дальше лететь. 1 секунда танца примерно равна километру пути. И качество. Чем энергичнее танец, тем лучше поле. Другие пчелы смотрят на этот танец, считывают все и вылетают. И почти всегда находят это поле. Без карты, без навигатора, только по танцу подруги, который длился несколько секунд на темной соте внутри улья. Когда фон Фриш опубликовал свои выводы, ученые сначала не поверили. «Этого не может быть», — говорили они, — «насекомые не общаются, они слишком примитивные». И еще 20 лет фон Фриш доказывал. Делал эксперименты с мисками сахарного сиропа, расставляя их в разных местах и проверяя, найдут ли другие пчелы то место, о котором рассказала первая танцовщица. Находили каждый раз. В 1973 году тому самому биологу, который полжизни просидел над стеклянным ульем, дали Нобелевскую премию, высшую научную награду человечества. За что? За то, что он первым в истории расшифровал язык другого живого существа. До этого считалось, что языком, настоящим, со словами, со смыслом, с возможностью рассказать о невидимом, пользуются только люди. Оказалось, нет. Пчелы делают это уже 100 миллионов лет. И самое удивительное вот что. У пчелы в голове мозг размером меньше песчинки, всего 1 миллиграмм, а наш весит 1,5 килограмма. А язык есть. Кстати, об этом крошечном мозге. Ученые потом обнаружили, что пчелы умеют не только разговаривать. Они могут различать человеческие лица. Да-да, в опытах пчел учили подлетать к одной фотографии за каплей сахара, и они запоминали нужное лицо среди многих с точностью больше 80%. Они интуитивно решают задачи, над которыми математики ломают головы. Быстро находят самый короткий маршрут между несколькими цветами, тогда как современному компьютеру для этого нужны минуты вычислений. А еще они умеют считать до 5 и понимают, что такое 0, то, до чего человеческие дети доходят только к 4 годам. В этой маленькой головке устроено что-то такое, чего мы до сих пор не понимаем. Раз в несколько лет в каждом улье происходит важное событие. И тут пчелам снова не обойтись без их тайного языка танца. Старая матка покидает дом. Случается это, когда жителей становится слишком много и места уже не хватает. Тогда природа решает, что пора расселяться. Старая матка собирает половину семьи, 1010 пчел, и уходит. А оставшиеся выращивают себе новую молодую матку и продолжают жить в старом доме. Вот эти 10 тысяч, ушедшие со старой маткой, называются рой. Если вы когда-нибудь видели на ветке дерева огромную гудящую гроздь пчел размером с дыню, это и есть рой. Они вылетели из улья и временно прицепились к ветке. И теперь у них огромная проблема. Дома нет. 10 тысяч пчел висят на ветке, на солнце или под дождем, матка с ними. Еды нет, запасов нет. Если за 2-3 дня они не найдут новое место, погибнут все, до единой. А найти такое место не так-то просто. Дом должен быть сухой, чтоб не залило дождем. Безопасный, чтоб туда не залезли ни мышь, ни медведь. Просторный, ведь там будет жить целый город из 60 тысяч особей. И недалеко от цветущих полей, иначе пчелам нечего будет есть.
Все эти требования нужно учесть, поэтому решение нужно принять быстро, иначе смерть. И вот тут самый главный вопрос: кто будет это решать? Матка? Нет, она просто сидит в центре гроздья и ждет. Никаких советников у нее нет, никаких командиров Рой себя не выбирает. Так кто же? А решают сами пчелы. Все вместе, и решают они так, как, может быть, не умеем даже мы, люди. Из Роя вылетают несколько сотен разведчиц, самых опытных пчел, и разлетаются во все стороны искать потенциальный дом. Дупло в дереве, заброшенный улей, щель в стене сарая, любое подходящее место. Каждая разведчица, найдя что-то интересное, тщательно его обследует. Залезает внутрь, изучает каждый угол, проверяет на безопасность, измеряет размер. Это серьезная работа, занимает иногда несколько часов. И когда разведчица все проверила, она возвращается к Рою, чтобы рассказать другим, где она была. А как она это делает, вы уже знаете. Танцем. Тем самым языком, который 20 лет расшифровывал Карл фон Фреш. Прямо на гроздях сородичей разведчица начинает танцевать, передавая координаты найденного места. И, как мы помним, чем лучше место, тем энергичнее танец. Если разведчице дом очень понравился, она танцует долго и страстно, как будто кричит другим: «Ребята, я нашла идеальное место, скорее туда!» А если так себе, танцует вяло. В самом танце уже зашифрована оценка. Другие разведчицы видят этот танец, считывают координаты и летят проверять. Сами, своими глазами. Если им место тоже понравилось, возвращаются и присоединяются к этому танцу, поддерживая его. Если нет, ищут что-то другое. И вот представьте себе картину. На Рое десятками сидят разные разведчицы. Одни танцуют в одну сторону, другие в другую, третьи в третью. Кто-то страстно, кто-то вяло. Хаос? Нет. Гениальный механизм. Постепенно, за несколько часов, иногда за день-два, пчелы сходятся. Те разведчицы, чье место оказалось не очень удачным, перестают танцевать. А те, чье место действительно лучшее, продолжают все энергичнее, и другие, видя самый энергичный танец, летят проверять и присоединяются. Так, большинство сходится на одном самом лучшем варианте. И когда определенное число разведчиц, около 20-30, начинают танцевать в одну сторону, все понимают, решение принято. Рой взлетает с ветки и летит к новому дому, к тому, который выбрало большинство. И знаете, что во всем этом самое удивительное? Ни одна пчела не знает полной картины. Каждая разведчица видела только свое место, никто не сравнивал все варианты, никто не подсчитывал голоса, никто не объявлял итоги. А итог есть, и он почти всегда правильный. Ученые специально проверяли, прятали несколько потенциальных домов в одной местности, один похуже, один получше, и почти всегда Рой выбирает лучший. Не самый ближний, не первый попавшийся, а самый правильный по сумме всех качеств. 10 тысяч маленьких голов. У каждой мозг меньше песчинки. Ни одна не знает всего. Никто никем не командует. Никто никого не заставляет. А сложное решение, от которого зависит их жизнь, принимают. И почти не ошибаются. Это и есть главный секрет пчел. Они думают вместе. Не каждая по отдельности, а все как одна голова. Никто из них не умнее нас по отдельности, но вместе они умнее любого из нас. Улей – это не куча отдельных пчел, это одно большое существо, у которого тысячи маленьких тел, тысячи маленьких голов и одна общая воля. И это существо умеет многое, например, обратить в бегство огромного слона. Представьте себе слона. Африканского, самого большого в мире, 7 тонн весом, высотой больше 3 метров, с бивнями, способными пробить капот машины. У этого зверя нет естественных врагов в природе. Лев в одиночку с ним не справится, крокодил отплывет прочь, гиены и шакалы обходят стороной. 7 тонн мышц и бивней – это серьезно. Но есть одно существо, от которого этот гигант убегает в панике, бьется ногами о землю, трубит, разворачивается всем телом и несется прочь так быстро, как только может.
бросает все, забывает, куда шел. Это существо пчела. Слон весит 7 тонн, пчела 120 миллиграммов. Разница в 70 миллионов раз. Слон может раздавить ее, даже не заметив, просто пройдя мимо, и все равно он от нее убегает. Это видели тысячи раз и фотографы, и рейнджеры, и обычные туристы на сафари. Почему? У слона при всей его толстой коже есть несколько очень нежных мест. Кончик хобота, там кожа тонкая, как у нас на губах, веки, где вообще практически нет защиты, нежные участки за ушами и вокруг рта. И вот в эти места пчелы его и жалят. Десятки сразу. Слон, который не боится львов, не может терпеть эту боль. Хобот – главный инструмент слона, без него он не сможет ни есть, ни пить, а глаза – единственное, что у него хорошо работает, и если он ослепнет, то погибнет. И слон это прекрасно знает, поэтому он бежит. А теперь самое интересное, почему на него нападают сразу десятки пчел? Вот здесь Улей и показывает свою настоящую силу. Когда первая пчела жалит врага, она ведь умирает. Помните, мы говорили в самом начале, жало с зазубринами застревает в коже, и пчела отрывает его вместе с куском своего брюшка. Каждый укус – это смерть. И теперь представьте, на одного слона нападают десятки таких пчел. Каждый идет жалить, зная, что не вернется. И умирая, эта пчела передает сородичам сигнал тревоги. Из ранки на ее брюшке выделяется особое вещество – феромон тревоги. Химический крик «Вон там враг, все сюда!». Оказывается, феромон тревоги пчел пахнет как банан. Правда, если возьмете обычный спелый банан и поднесете близко к улью, пчелы могут вылететь и атаковать. Так что, если соберетесь на пасеку, бананы лучше с собой не брать. А чуют этот запах пчелы за сотни метров. Нюх у них как у служебной собаки, только у собаки для этого огромный нос, а у пчелы 2 тоненьких усика на голове, и все. Как только запах тревоги разносится вокруг, другие пчелы из улья немедленно вылетают на помощь, и тоже жалят, и тоже умирают, и тоже выделяют запах. Чем больше пчел прилетает, тем сильнее запах. Чем сильнее запах, тем больше пчел прилетает. Получается лавина. За минуту десятки, иногда сотни атакуют одну точку. И все это происходит без приказа. Никто не отдает команду в атаку, просто запах разносится по улью, и каждый реагирует одинаково. Лети туда, защищай сестру. А теперь история одного человека, который придумал, как использовать эту силу пчел на пользу всем. Британский зоолог Люси Кинг много лет работает в Кении, в фонде «Спасем слонов», и там у нее долго не находилось решения для одной серьезной проблемы. В Африке у фермеров со слонами с давних пор тяжелый конфликт. Стадо слонов за одну ночь может вытоптать целое поле кукурузы, оставив деревню без еды на год. А иногда слоны заходят прямо в селение, и это уже смертельно опасно для людей. Фермеры защищаются как могут, стреляют, отравляют, бьют диких животных. А слонов в Африке и так осталось мало. Они исчезают. Ситуация была тупиковая. Слоны губят урожай, люди губят слонов. Заборы слоны ломают, стрельба их только злит. И так десятилетиями без выхода. И вот Люси заметила одну странную вещь. Если рядом со стадом слонов включить запись жужжания пчел, слоны нервничают и уходят. Просто аудиозапись, даже не настоящие пчелы. Слоны помнят этот звук и боятся на уровне инстинкта. И тогда у нее возникла идея, простая и гениальная. Она взяла несколько настоящих ульев, подвесила их на крепких столбах вокруг фермерского поля, а между столбами натянула проволоку. На каждой проволоке закреплен улей. Получился забор из висящих ульев, соединенных проволокой. Ночью слон подходит к такому забору и толкает проволоку. Для него это никакая не преграда, но от его толчка ульи начинают раскачиваться. Пчелы внутри просыпаются и злятся, и вылетают наружу. Все сразу. Слон слышит знакомый устрашающий звук, чувствует первый укол в хобот и бежит. Поле остается нетронутым.
И это действительно работает. В Кении сейчас десятки таких пчелиных заборов вокруг фермерских деревень. И теперь фермеры спокойны за урожай, а слоны живут спокойно у себя в саванне. А в качестве бонуса фермеры собирают с этих ульев мед. Двойная выгода – защита и заработок. Простое решение. Никаких сложных технологий, никаких больших денег. Просто человек посмотрел на природу и подумал, если слон боится пчел, пусть пчелы его и пугают. 7 тонн против 120 миллиграммов, и побеждает пчела. Не потому что она сильнее, а потому что она не одна. Когда улей защищается, никто перед ним не устоит, даже слон. Получается, маленькие сильнее большого, когда действуют вместе. И это не единственная их сила. Знаете, что еще умеет эта маленькая пчела? Делать единственное вещество в природе, которое не портится никогда, хоть 1000 лет. Оно остается свежим, как в первый день. Конечно же, речь о меде, самом удивительном веществе в природе, которое кроме пчелы не умеет делать никто. Начинается все с цветка. Пчела садится и хоботком, как соломинкой, высасывает оттуда нектар. Сладкую жидкость, которую цветок специально выделяет для опылителей. Но не в обычный желудок, а в отдельный орган, медовый зобик, маленькую сумочку внутри тела. И уже там, прямо в полете, начинается превращение. В слюне у пчелы есть особые вещества, которые меняют сахар нектара изнутри. То, что было обычным цветочным сиропом, начинает становиться чем-то совсем другим. Дальше самое странное. Пчела, прилетев домой, не сама делает мед. Она передает нектар другой пчеле изо рта в рот. Та берет его, обрабатывает своими ферментами, передает следующий. Так нектар проходит через 10-20 пчел, и каждая добавляет к нему что-то свое. Получается живая эстафета, несколько часов передачи и обработки одной капли. Когда нектар наконец готов, его кладут в восковую ячейку, и вокруг нее собираются десятки пчел. Машут крыльями не для полета, а на месте, создавая поток воздуха. Это живой вентилятор, который сушит мед. Когда воды остается меньше 1/5 части, ячейку запечатывают восковой крышечкой. Готово. Чтобы получить полкило меда, обычную небольшую баночку из магазина, пчелам нужно посетить около 2 миллионов цветов и налетать в сумме десятки тысяч километров. А чтобы вы съели 1-литровую банку, пчелиная семья должна пролететь столько, сколько от Земли до Луны и обратно. Это не метафора, а реальная арифметика их работы. От Земли до Луны и обратно. За одну банку меда у вас на столе. Одна рабочая пчела за всю свою жизнь производит примерно 1/12 чайной ложки. То есть, когда вы кладете в чай 1 ложку, вы кладете результат работы 12 пчел, всех их 6 недель жизни, каждый раз. Самое поразительное, что мед при этом не портится. Никогда. В мире нет другого такого продукта. Молоко скиснет за день, хлеб заплесневеет за неделю, мясо испортится за пару дней, а мед стоит и стоит. Год, 10 лет, 100 лет, 1000 и остается пригодным в пищу. Археологи находили мед в гробницах египетских фараонов возрастом 3000 лет. И когда ученые его пробовали, он был съедобен. Свежий, как будто положили вчера. Тот самый мед, который собирали пчелы за 1000 лет до рождения Христа. Как такое возможно? В меде сошлось 3 вещи. В нем почти нет воды, поэтому бактерии и плесень в нем жить не могут. Он кислый, и в кислой среде микробам неуютно. И в нем есть природная перекись водорода, естественный антисептик, тройная защита, природный консервант, не имеющий равных в природе. Не зря люди тысячелетием использовали мед как лекарство. В Первую мировую войну, когда у военных госпиталей закончились антисептики, врачи закупали тонны меда и мазали им раны солдат. И это работало. Тысячи солдат тогда выжили благодаря пчелам. А сегодня в современных больницах есть специальный лечебный мед – манука из Новой Зеландии, которым обрабатывают такие тяжелые раны, которые не могут вылечить никакие современные антибиотики. Есть бактерии, научившиеся сопротивляться лекарствам, а мед их убивает. То, что не может современная фармацевтика, может маленькая полосатая пчела. Кстати, мед не единственное, что эти труженицы дают людям.
Они еще делают воск, из которого тысячелетиями делали свечи, прополис, природный антисептик, которым пчелы замазывают щели в улье, и маточное молочко, особый корм для матки. Но и мед – это далеко не главное, что пчелы делают для нас. Главное – они опыляют цветы. Каждый раз, перелетая с цветка на цветок, пчела переносит пыльцу, мы уже об этом говорили. Так появляются плоды. Без опыления цветок просто завянет, и не будет ни яблока, ни груши, ни ягоды. Посмотрите вокруг. Яблоки, груши, вишни, персики – пчелы. Огурцы, тыквы, арбузы – пчелы. Клубника, малина, черника – пчелы. Миндаль на 90% зависит от пчел. Кофе, который вы пьете утром, пчелы опылили кофейное дерево. Какао, из которого делают шоколад – снова пчелы. 70 культур из 100, которые кормят человечество, опыляются именно ими. Это официальные данные Продовольственной организации Объединенных Наций. Каждый день, пока мы спим, едим, ходим на работу, пчелы по всему миру опыляют триллионы цветов. Число с 12 нулями. Каждый день. И так уже 100 миллионов лет. А если посчитать всю эту работу в человеческих деньгах, 250 миллиардов долларов в год. Больше, чем годовой бюджет многих стран. И все это бесплатно. Пчелы даже не знают, что мы существуем благодаря им. Вспомните, что мы говорили в самом начале. Уберите автомобили – переживем. Уберите интернет – переживем. Уберите пчел – нет. Вот только то, что дает нам всю еду, сейчас разрушается. Помните Хакенберга? Ноябрь 2006. Флорида. Дэвид Хакенберг открывает свои улья и видит пустоту. 40 миллионов пчел исчезли за месяц, без следа, без мертвых тел. Теперь, после всего, что мы с вами узнали, кто такая пчела, как устроен улей и что она для нас делает, мы можем понять, что тогда произошло. Сначала ученые были в полном тупике. Хакенберг привез пчел из Пенсильвании во Флориду на зимовку, как делал каждый год. А вернувшись через месяц, обнаружил, что в ульях остались только матки, молодые пчелы и личинки, а все взрослые рабочие, те, что вылетали за нектаром, исчезли. Хакенберг позвонил ученым. Те приехали, осмотрели ульи, но ничего конкретного не нашли. Похожие случаи начали происходить в других штатах, потом в других странах, и это явление назвали синдром разрушения колоний. На простом языке пчелы массово исчезают, и никто не понимает почему. Ученые ломали голову 20 лет, и постепенно картина прояснилась. Причина не одна. Несколько ударов пришли по пчелам одновременно, и вместе они сделали то, чего по отдельности сделать бы не смогли. Удар первый и главный – пестициды. Это яды, которыми сельское хозяйство опрыскивает поля от вредных насекомых. Современные пестициды очень эффективны, они защищают урожай, помогают накормить миллиарды людей. Это, в общем, хорошее изобретение, но действуют они не только на вредителей, а на всех насекомых, что прилетят на поле, в том числе на пчел. И самое коварное, современные яды не убивают пчелу сразу. Она спокойно собирает нектар и возвращается домой, и только потом, постепенно, в ее маленьком теле яд начинает работать. Не как обычная отрава. Он повреждает память. Пчела перестает помнить дорогу домой. Помните те самые точные координаты, которые пчелы передают друг другу танцем? Направление, расстояние, угол к солнцу. Те самые, что 20 лет расшифровывал фон Фриш. У пчелы в голове целая карта местности, сложнейшая навигационная система, мы это уже знаем. И вот все это пестициды стирают. Одной маленькой капли яда хватает, чтобы пчелка, прилетевшая за нектаром, забыла, как лететь обратно. Пчела вылетает за нектаром, как обычно, и вдруг не помнит, как лететь обратно. Кружит, ищет, не находит. Силы кончаются, и она падает где-то в поле, в нескольких километрах от дома. Одна. Так и умирает. Знаете, на что это похоже? На старого человека, у которого началась болезнь Альцгеймера. Он вышел в магазин и заблудился в собственном городе, где жил всю жизнь. Так теряются старики.
Так теряются и отравленные пчелы, с разницей в том, что бабушку могут найти соседи, а пчелу никто никогда не найдет. И вот теперь понятно, почему в улье Хакенберга не было мертвых тел. Пчелы не погибали в улье, они улетали на работу, как обычно, и просто не вернулись. 40 миллионов маленьких смертей вдали от дома. Удар второй. Клещ Вароа. Маленький паразит, размером с маковое зернышко, изначально жил в Азии и паразитировал на азиатских пчелах. Те за миллионы лет научились с ним бороться. А когда люди в 20 веке стали перевозить пчел по всему миру, клещ попал к медоносным пчелам в Америке, в Европе, везде, и у них от него никакой защиты нет. Он садится на пчелу, пьет из нее силы и переносит вирусы, как наш обычный клещ может заразить человека болезнью Лайма. Ослабленная Вароа пчела хуже сопротивляется ядам, а отравленная ядами хуже сопротивляется клещу. Порочный круг. И еще два удара помельче. Однообразная еда. Современные поля – это монокультуры. Тысячи гектаров одной культуры, и пчелам неделями достается только один нектар. Это как если бы вы месяц подряд ели только картошку. Выжили бы, но иммунитет ослаб бы. И усталость от перевозок. Современные пчеловоды возят улья через всю страну, тысячи километров каждый год. И пчелы выходят из таких поездок измотанными, как солдаты после долгого марша. Сложите все вместе. По отдельности, пчела каждый из этих ударов пережила бы, 100 миллионов лет переживала. Но все вместе – это уже слишком. Можно долго спорить, какой удар был главным. Можно винить пестициды, клещей, монокультуры, перевозки. Но настоящий виновник один – это мы, люди. Мы за 100 лет сломали то, что природа собирала 100 миллионов лет. Хакенберг до сих пор работает с пчелами. После той страшной истории он не сдался, восстановил пасеку и в 2016-м снова потерял 90% ульев. Потом еще раз. То, что в 2006-м было загадкой и шоком, теперь стало привычным делом. Каждый год теряешь большую часть пчел, и каждый год пытаешься восстановить, чтобы потом потерять снова. А теперь главное, к чему все это идет. То, что показывает, будущее без пчел – это не научная страшилка. Это уже происходит. Где-то далеко в Китае, в провинции Сычуань, есть деревня. Там много лет назад начали активно применять пестициды на яблоневых садах от вредителей. И постепенно пчел там не стало. Их всех отравили химией, но без опыления нет яблок, а без яблок деревне не выжить. И тогда люди вышли в сады сами. Сейчас каждую весну, когда в провинции Сычуань зацветают яблони, на них поднимаются люди с лестницами. Старики, женщины, иногда дети, с маленькими кисточками в одной руке и баночками желтой пыльцы в другой. Залезают на ветку и начинают мазать каждый цветок по очереди. Один мазок, второй, тысячный, десятитысячный. Под жарким солнцем, час за часом, день за днем. На одном дереве 1000 цветов, на одном гектаре сотни деревьев. Целые деревни 2 недели цветения занимаются только этим, больше ничем. Это в десятки раз медленнее, чем работа пчел, в сотни раз дороже, и все равно получается хуже. Часть цветов остается неопыленной, но другого выхода у людей нет. Они выбирают между ручной работой и голодом. И все это происходит прямо сейчас. Не в страшилке из будущего и не в фантастическом фильме, а в реальной деревне в Китае прямо в эту минуту. Когда-то здесь цветы опыляли пчелы, миллионы пчел, сами прилетавшие каждую весну. Эта старуха еще помнит то время, а ее внукам приходится делать работу пчел руками. Вот что случилось с пчелами Хакенберга и происходит прямо сейчас с миллионами других ульев по всему миру. Но это еще не конец истории. Есть и хорошая новость. Пчелы невероятно живучие существа. Они пережили астероид, который убил динозавров, пережили ледниковые периоды, 6 больших перемен климата и каждый раз находили способ выжить.
100 миллионов лет научили их одной важной вещи – восстанавливаться. Стоит только дать им шанс, и они вернутся. Это видели уже не раз. Там, где сокращали использование ядов и сажали разные цветы, пчелы возвращались за несколько лет. Им нужно совсем немного. Разные цветы, меньше яда и немного покоя. Помните, с чего мы начали? Что без одного крошечного существа человечеству не выжить. Так вот, пчела живет на Земле уже 100 миллионов лет. Маленький полосатый шарик весом в 0,1 грамма. Она перелетала с цветка на цветок и не знала, что когда-нибудь от нее будет зависеть треть всей еды на планете. Динозавры рождались, жили, вымирали. Она летала. Возникали и падали великие цивилизации: Древний Египет, Древняя Греция, Рим. Все они появлялись и исчезали, а она летала. Менялись материки, приходили и уходили ледники, а она летала. И сегодня, когда мы пьем утренний чай с ложкой меда, мы прикасаемся к этой древней работе, к 100 миллионам лет тихого, упрямого, незаметного труда, к существу, которое старше нас в сотни раз, которое не знает о нашем существовании и которое все равно нас кормит. Маленькое, полосатое. Весит 0,1 грамма, и на ней держится весь наш мир. А теперь у нас есть выбор. Не у ученых где-то далеко, не у правительства, а у каждого из нас, кто сейчас смотрит это видео. Посадить цветы, любые, у дома, в саду, на балконе, разных видов, чтобы цвели весной, летом и в начале осени. Тогда у пчел будет еда весь сезон. Не косите дуванчики в апреле, они невзрачные, многие их не любят, но это первая еда пчелы после зимы. Подождите 2 недели, и тысячи маленьких жизней получат шанс. В саду поменьше химии. Пчелы вам спасибо скажут. А если найдете на участке гудящий рой, не пугайтесь и не убивайте. Позвоните пасечнику, он приедет и заберет пчел живыми. Каждое из этих действий маленькое, но если так сделают миллионы людей, пчелам этого хватит. 100 миллионов лет им хватало нашей планеты. Хватит и тех маленьких шагов, что в наших силах. Когда едите яблоко, вспомните, что без пчелы его не было бы. Когда пьете чай с медом, что эту ложку делали 12 маленьких работниц всю свою жизнь. Когда видите пчелу у клумбы, не отгоняйте. Это та самая, та, что кормит весь мир. А будет ли она летать дальше, теперь зависит только от нас.